Знаете ли вы, что в 1943 году под Курском воевала кавалерия из пустынь Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и Казахстана? Да, те самые всадники, которые до войны пасли овец, гнали фашистов на запад с шашками против танков. Сегодня вы услышите голоса, затерянные во времени, письма солдат из Средней Азии, которые не попали в учебники, но изменили историю. Их писали на обрывках карт, в окопах под бомбежками, а иногда кровью. Готовы ли вы пережить эти истории? Тогда включайте звук на максимум. Сегодня я прочту письма, после которых вы перестанете смотреть на войну как на черно-белый архив. Представьте, 42-й год, Сталинград. Температура минус 30, патроны на исходе, а в кармане у бойца из Душанбе смятый листок с единственными словами «Мама, я жив». Сейчас эти строки оживут. Дорогие отец и мама, пишу вам из Сталинграда. Наш полк держит оборону у завода баррикады. Вчера наш земляк Джурабек из Душанбе подорвал танк гранатой. Командир представил его к награде. Скучаю по яблокам из нашего сада. Как там сестренка? Передайте, что брат ее любит. Ваш сын Абдурахман. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня отбили 3 атаки фашистов у Панырей. Наш расчет подбил 2 тигра. Нурмат из Ферганы ранен в руку, но остался в строю. Командир говорит, здесь решается судьба Родины. Мама, не плачь. Если погибну, знайте, я защищал ваше будущее. Целую, Каримжан. Родные мои, вчера освободили Одессу. Бежали по улицам, в нас кидали цветами. Местный дед сказал «Спасибо, сынок» на казахском, оказался переселенцем из Актобе. Пишу в полуразрушенном доме. Скоро двинемся на запад. Целую всех. Тулеген. Дорогая сестра Айгуль, мы у стен Берлина. Вчера форсировали реку Одер. Немцы стреляют из окон, но наши «Катюши» чистят квартал за кварталом. Вспоминаю, как мы пасли овец в горах. Скоро вернусь. Если не вернусь, знай, брат погиб за мир. Алишер. Родные, сегодня услышали, война кончилась. Стреляли в воздух, обнимались с чехами. Один старик подарил мне цветок и сказал «Шукуран, солдат». Завтра едем домой. Скажи маме, чтобы готовила плов. Ваш султан. Дорогие родители, на Мамаевом кургане земля смешана с железом и кровью. Вчера мы отбили 6 атак. Шерзот из Самарканда закрыл амбразуру Дзота своим телом. Его представили к герою. Целую вас. Если не вернусь, помните, я бился за родину. Рахим. Родные мои, сегодня взяли в плен немецкого генерала. Он дрожал от холода и повторял: «Русские безумцы». Мы выстояли. Вчера нашли письмо от вас с фото маленькой Айгуль. Спасибо. Ваш Жумабай. Здравствуйте, мама и отец. Нас атакуют тигры. Земля горит, но мы держимся. Сегодня подбил танк из противотанкового ружья. Командир сказал: «Молодец, горцы. Скучаю по плову и тени Чинара. Нурмат». Дорогая жена, форсировали Днепр под огнем, плыли на досках и бревнах. Я тащил раненого русского товарища, он кричал: «Давай, киргиз, доплывем». Слава Богу, живы, целую детей. Кадырбек. Родные, сегодня сняли блокаду. Люди плакали и делились последним хлебом. Старушка подарила мне варежки. Носи, сынок, спасибо. Как там Ташкент? Пишите чаще. Алишер. Дорогие, освобождаем Белоруссию. Вчера ворвались в деревню, которую немцы сожгли дотла. Местные мальчишки показали, где прячутся фашисты. Пишу при свете костра. Спасибо за посылку с сухофруктами. Сабир. Мама, салам. Наши танки прорвали оборону. Немцы бегут, бросая технику. Вчера взяли в плен эсэсовца, он все твердил: «Казахи – дьяволы. Скоро войне конец». Целую, Бахтияр. Дорогая сестра, взяли немецкий город. В подвале нашли склад с едой. Голодные дети просили хлеба.
Отдал им свой паёк. Снег здесь черный от пепла. Скоро домой. Исланбек. Здравствуйте, родные. Немцы бросили на нас танки у Балатона. Наш эскадрон атаковал в конном строю. Мой конь Зульфия спас меня, вынесла из огня. Целую ваш фарход. Дорогие, бьемся за каждый дом. Вчера водрузили флаг на ратуше. Немецкий мальчик дал мне воду. Дрожал как лист. Говорит, не стреляйте, я не фашист. Скоро победа. Мурат. Родные, сегодня бойцы кричали: «Знамя над Рейхстагом». Мы в 2 кварталах от него. Немцы стреляют из окон, но мы уже не остановимся. Джамал. Мама, мы победили. Прага встречает нас цветами. Чешская девочка подарила мне куклу. Для вашей дочки. Плачу от счастья. Скоро увидимся. Азамат. Дорогие, стою на Красной площади. Марширую мимо мавзолея. Сталин смотрит на нас. После парада дали обед, плов и фрукты, как дома. Ваш Рашид. Родители. Разгромили японцев. Бежали они, как шакалы. Местные китайцы кричат: «Спасибо, русский!» Едем домой. Встречайте героя. Талгат. Дорогая жена, война кончилась, но нас оставили добивать банды лесных братьев. Будьте осторожны. Говорят, они мстят семьям солдат. Скоро вернусь. Целую детей. Шукур. Эти письма не строчки на пожелтевшей бумаге. Это нервы войны, обнаженные до крика. Каждая подписка не цифра. Это рука, протянутая через 100 лет солдату, который пишет: «Если не вернусь, помните». Они не просили памятников, они просили не забыть. Поэтому, если сердце ёкнуло хоть раз, ткните в лайк, будто ставите печать на приказе. Солдат, ты не зря. Проверьте, горит ли тут красная кнопка «Подписаться». Смахните невидимую пыль с экрана и скажите: «Я здесь». Это и есть память. С памерских высот, где в снега, как слова, шел таджикский солдат сквозь огонь и свинец. В его кисете горсть родного кишлака, а в глазах полыхающий Сталинградский фронт. В стиль гудела красой идет танковый ад. Узбек с русским плечом к плечу стали в гранит. Казах пел в тишине перед самым броском: «Если паду, пусть ветер в юрте запоет». Мы письма из вечности, написанные кровью. Таджик, киргиз, казах, узбек и русский брат. Нас Родина слепила из огня и боли, чтоб звезды над Берлином в мае зацвели. Зажгите свечи памяти, мы в них не умрем. Сквозь годы через пламя наш голос пророс.